Литнет и издательская платформа «Руграм» представляют «Злодейка из камина». Автор Нидей Ланельте «Эрато Нуар». Читает Альбина Быстрова. Глава 1. Кто придумал, что огонь потрескивает весело, с танцами пламени и прочей чепухой, не ко мне. Мой огонь трещит вполне себе скромно, давая уютное тепло вытянутым к камину ногам и не смея тревожить лишний раз, как и все в этом доме. Поэтому, когда с нарастающим гулом в него невесть откуда вваливается нечто объемистое, высекая сноп искр, я с любопытством подаюсь вперед. Там в огне обнаруживается обнаженное женское тело, непонимающе оглядывается и, что есть мочи, начинает вопить. Где все эти слуги-бездельники, как обычно, разбежались, когда нужны? Никого нет, а девушка, не умещаясь в камине, беспорядочно крутится и неловко пытается сбить пламя. Вы только не подумайте, будто я совсем безжалостный чурбан, способный смотреть, как кто-то сгорает заживо. Просто силы слегка не очень хорошо мне подчиняются, поэтому несколько мгновений жду, не появится ли кто из бездельников. Бездельников не наблюдается, звать их времени не остается, приходится действовать на свой страх и риск. У камина как нельзя кстати стоит бодейка воды, легкое движение пальцами, и она выплескивается на незнакомку. В идеале вода, конечно, то, что девушка получила еще и бодейкой, будем считать издержкой. Странная гостья оборачивается, ловя ртом воздух. Мокрые волосы облепили плечи и спину, видит меня и снова вопит. Я-то всегда полагал, что прозвище орангутанг, которым меня называют за глаза, отражает скорее не внешность, но суть. На мгновение замешкавшись, все-таки решаю подняться, но не дожидаясь этого, девушка вдруг берет и исчезает так же неожиданно, как появилась. В моем замке возможно многое. Праотцы возвели его на сильном энергетическом ключе, но такое даже здесь случается, мягко говоря, нечасто. «Нелли!» — рявкаю, озадаченно обернувшись к зеркалу. «Ну да, побриться не мешало бы, но за каким лешим, если я не планировал принимать незнакомых девиц, ни обнаженных, ни даже одетых? Чего было так орать-то?» Пожилая нянюшка, невысокая и пухленькая, появляется, как обычно, быстро, словно только и ждала под дверью. «Да», — интересуется, хмуро глянув на залитый камин. К нянюшке я питаю слабость, и она бессовестно этим пользуется. Впрочем, я этого не показываю. Она делает вид, будто не догадывается, и лишь иронически сверкает по девичьи живыми глазами из-под толстых очков. «Где ты была минуту назад?» Грозно свожу брови. Ну, тоже довольно густые, не спорю, но не настолько же страшные, чтобы орать. «На кухне помогала», — ворчливо откликается, приближаясь к камину. «Ага, за минуту вспорхнула на 2 этажа, так я и поверил. Никакого сладу с этими домашними». Нянюшка брезгливо касается каминной решетки. «Вот чистить теперь, а то и чинить. Что это на вас нашло, хозяин? Снова галлюцинации?» «Нет», — возмутительное предположение. «Она была реально». «Кто?» Нянюшка с любопытством поднимает бровь, вместе с чем ползет вверх и губа, страшноватое зрелище для непривычных. «Не знаю», — начинаю раздражаться. «Какая-то голая девица. Ты разве не слышала? Верещала на весь дом». «Так сами же приказали изоляцию усилить. Мало ли, какие вы тут оргии ночами устраиваете», — фыркает Нелли. «Какие оргии?» — возмущение буквально захлестывает. «Ну, экспериментирую иногда». «Не с тем вы экспериментируете», — припечатывает Нелли. «Когда голые барышни мерещатся, тут только одно — найти мне ее». Рыкаю, пресекая попытки нянюшки сунуть нос в мою личную жизнь. «Кого?» Иногда у Нелли замечательно получается изводить меня глупыми вопросами. «Девушку». «Голую?» «Любую». «Любую? Это хоть сейчас?» «Ту, что была в камине». Тычу пальцем для наглядности. Нелли уничижительно осматривает мокрые угли. «А как я ее узнаю? Какие-нибудь отличительные черты?» «Черты?» Тщетно пытаюсь припомнить. «Да какие там черты? Думаешь, мне было когда ее разглядывать? Вот в этом весь вы, хозяин. Даже голая девушка не заставит вас слезть с топчана». «Я слез!» Возмущаюсь, понимаю, что разговор снова съехал куда-то не туда. «Ты мне зубы не заговаривай, не было никаких отличительных».
«Опишите ее», — закатывает глаза Нелли. «Какая она?» Снова пытаясь вспомнить. «Молодая», — выдаю. Нелли фыркает. «Волосы. Волосы вроде светлые, до лопаток, мокрые. Если я найду сухими, не вести?» Снова фыркает Нелли. «Нет», — градус моего раздражения повышается. «Сперва намочить и раздеть для лучшего опознания. Глаза, леший его знает, в огне не рассмотрел. Ну и как я вам по такому описанию найду? Как хочешь, не так много в моем замке незнакомых мне девушек. Да вам и половина незнакома. Вам бы только с источником экспериментировать, да Даррена мучить». «Духа замучишь», — ворчу. «Еще как». Нелли никогда не одобряла мое решение привязать дух давнего врага к родовому замку, но я остаюсь непреклонен. «Джарес», — вздыхает Нелли, — «если девушка была в огне, на ней остались ожоги, следы, по ним уж скорее отыскать». Снова приходится напрягать извилины. Не было у нее никаких следов, я не видел во всяком случае, но можете поискать, вдруг проявится. «Это все?» — требовательно смотрит в глаза Нелли. «Ну, еще может проявиться синяк», — сообщаю не без некоторого смущения. «Вы что же, хозяин, на беззащитную девушку руку подняли?» «Бодейку, если быть точным. Беззащитные девушки по чужим каминам не лазят», — ворчу. Решаю пояснить. «Огонь тушил, не рассчитал немного». «Хорошо», — хмыкает Нелли, но лицо несколько смягчается. «Пойду передам Тедору, пусть разыскивает все, что может проявиться». Нянюшка плавной походочкой лавирует к выходу. И, кстати, о духах. «Даррен!» — прикрикиваю, едва дверь за Нелли затворяется. Не отвечает, затаился где-то засранец. Да, засранец, потому что, во-первых, постоянно ищет способ не откликнуться. Во-вторых, он статный эльфоподобный блондин, любимчик девушек, в том числе и Тинны. Да, это в-третьих. Она предпочла его, а есть еще в-четвертых, в-пятых и в-шестых, и даже в-седьмых, но об этом как-нибудь потом. Приходится взять фамильный кинжал, выжать каплю крови из пальца. Пока она падает на пол, произношу призывающее слово. Мгновение, и дух, а точнее душок, уже передо мной. «Бледный ты что-то», — сообщаю с радостной улыбкой. Даррен удостаивает лишь презрительным взглядом. Ну, может, и не смешно. Леший его знает. Даррен хмурится, не соизволив усмехнуться шутке. Приходится переходить к сути. «Расскажи-ка мне, бесплотный, что это за мамзель шлялась в стиле ню по моему камину? Ты ж наверняка что-то такое заметил». Дух подозрительно перекашивается, словно не желая отвечать. Конечно, не желает он рассказывать своему врагу, что бы то ни было. Но связующая нас магия крови сильнее. Врать мне он не может. Ну, почти. «Говори!» — приказываю. Иногда, думаю, нужно было сохранить ему тело. Временами так и хочется вмазать по наглой белобрысой морде. Проекция не до конца воплотилась и избежала, отвечает словно с неохотой. «Это все?» Слежу за прозрачными чертами. Нет, что-то не договаривает. Дух снова кривится, почти течет. Сейчас прямо зубы материализуются и начнут скрипеть от этих гримас. «Ты зубы-то не сотри», советую. Снова презрительный взгляд. Вот именно от такого все окрестные девки и растекались. Любых слоев и сословий. Умеют же некоторые засранцы. «Говори твою тыкву!» Я и без того уже на взводе, а он тут молчать пытается. «Сестра», — отвечает через силу. А вот это уже интересно. Родственная связь сильнее. Он вполне может не сказать мне то, что будет опасно для его родных. По этой самой причине я до них в свое время не добрался. Почему? Сужаю глаза, чую, как раздуваются ноздри. Где уж мне орангутангу да изощренные красы эльфоподобных? «Ты только что жизнь спас», — отвечает нехотя. «Пламя загасил. Не выбралась бы». «Почему?» — недоумеваю. «Сбежала же». Блондинистый закатывает глаза. «Делала привязку к огню. Считай, мы квиты. И больше я тебе ничего не скажу». «А я ее еще раз спасу», — уверяю. «Найди сначала», — хмыкает эльфоподобный паршивец. «Найду и спасу», — начинаю распаляться. «Или лучше не спасу, посмотрю, как ты запоешь». Паршивец бледнеет, точнее, прозрачнеет.
хотя и так вся мебель просвечивает. А до меня вдруг доходит смысл его слов. Неужели обманул? Снова? «Сестра?» — реву. Люстра начинает дребезжать в унисон. Ну вот, опять силу не рассчитал. Приглушаю на тон. Теперь уже дребезжат только бокалы. Позволь напомнить, что Глория училась вместе с нами, и моя память не настолько хромает, чтобы не узнать ее. «Да у тебя все хромает», — ворчит Даррен. «Надо было не распылять его тело полностью, хоть ухо оставить. Или ты еще одной сестрой успел обзавестись? Отвечай!» «Сводная!» — сквозь зубы выжимает Даррен. «По отцу. Не училась в Алабере». «Сестра». Тру брови, скребу подбородок. Не помню никакой второй дочери у Эдварда Эдинга. Почему никто не в курсе? Как зовут? Моей мамаше попробуй скажи. Хмыкает. Да, мадам Эдинг знатная стерва. Ни муженька не простила бы, ни дочь его не пожалела. Но ты же знал. Знал, соглашается Даррен. Смутно начинаю ощущать, будто меня водят за нос. Если действительно родственница, то кровные узы могут позволить скрывать правду. А вот грань, где заканчивается заклинание на крови и начинается родственная связь, очень тонка. Что пересилит, то и сработает. Где она сейчас? Понятия не имею. Радостно разводит руками дух. Да, в этом я не сомневаюсь. Почти. Пшел вон. Отпускаю. На месте его не удержишь, пробовал. В пределах замка передвигается, куда взбредет. Только к источнику не в силах пробиться. Хорошо, хоть он не видим и не слышим никому, кроме меня. Но и еще пары сильных магов, возможно. Не то долго скрывать его присутствие не удалось бы. Только вот как получится с сестрой? Если это сестра, конечно. Неужели паршивка приперлась его спасать? Очередная? Попытки временами предпринимают, да никому доподлинно неизвестно, что дух тут, а уж очаровать меня втайне, мечтая о моем давнем враге, и вовсе нереально. Разговор короткий. Нужно наведаться к источнику. А может, эта Глория только внешность сменила? Чтобы у владыки Эдинга была внебрачная дочь, и никто того не знал? Невозможно. Не пугайтесь. У нас тут все владыки. Каждое более-менее уважаемое семейство, обладающее хоть какой-то властью, силой и землями, именует себя владыкой. Ну а чего мелочиться? Я вот тоже владыка, твою тыкву. Правда, предпочел бы, чтобы им оставался как можно дольше мой отец. Да не срослось. Криво усмехаясь в зеркало отражению. Побриться или к лешему? Махнув рукой, что на небритость, что на домашний халат, выхожу из своих владыческих покоев. Было дело, вывел я источник себе в экспериментариум, но об этом как-нибудь в другой раз. Все равно для более точных данных нужен первоисточник. Туда и иду. Точнее, собираюсь, поскольку за дверью снова Нелли. Спешит навстречу. Как она умудряется так чуять момент? «Все девушки замка собраны во дворе, хозяин», — рапортует. «Все?» — переспрашиваю. Нелли смотрит укоризненно. По-моему, она до сих пор считает, что у меня была галлюцинация. Но случались, не спорю, так не на ровном же месте. Даррен сказал, сводная сестра, бурчу. Он вам еще и не то скажет, соглашается Нелли. Скреплю зубами от злости. Это ведь правда может, изворотливый гад в общем. Вы бы переоделись, хозяин, предлагает Нелли. Меряю ее грозным взглядом, тем, под которым домашние предпочитают оставить умозаключения при себе. Вот еще, ворчу. Не соблазнять же я их иду. А жаль, показательно вздыхает Нелли. И что этих женщин хлебом не корми, только дай свадьбу кому-нибудь устроить. Ну или соблазнение, на худой конец. Вот женюсь на такой, как Мигерия Эдинг, будешь знать. Пугаю по следам разговора с Дарреном. «Вы слишком умный для этого», — убеждает Нелли. «Уж не знаю, меня или себя. Был когда-то», — бурчу. «Вы лучше скажите», — спешит перевести разговор Нелли. «Девушек мочить и раздевать или так справитесь?» А мокрые среди них были, живо заинтересовываясь. Одна только купалась как раз, Клесса. Помните? Кто такая? Так дочь знахарки же. Что у меня в замке делает дочь знахарки? Снова напрягаю память. С тех пор, как мать ее, Тарию, селяне обвинили в порче, а саму чуть не убили, вы дали ей прибежище. Помните? Киваю. Ну, допустим, не я, а одна из наших сердобольных матрон. Приютила и пришла просить за девушку. Ну, а мне что, жалко, что ли? Новую знахарку еще попробуй, обучи. Селяне теперь сами же и страдают. Она напрочь отказывается помогать тем, кто мать сгубил.
А я не встреваю. Мне так